Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю роскошный, необыкновенно просто вкусный торт «Адвокат». Торт этот готовится без использования пшеничной муки и без глютена, соответственно. Торт берет свое название от названия всемирно известного ликера «Адвокат», яичного ликера. В Германии, в принципе, на родине этого торта, этот торт называется просто торт яичный ликер. Потому что и в коржах, и в начинке этого торта всегда используется много яичного ликера. Торт этот имеет очень насыщенный, не похожий на другие торты вкус. Торт этот действительно необыкновенно вкусный. Все буду показывать, подробно рассказывать в этом видео. И сначала мы приготовим бисквит. Итак, для 2 бисквитов по 20 см в диаметре я разделяю 8 яиц на желтки и белки. Желтки я пока что ставлю в сторону, накрою их сейчас крышечкой. Здесь у меня 120 грамм размягченного сливочного масла. Ставлю пока что в сторону. Здесь у меня 280 грамм молотого миндаля бланшированного, очищенного. И добавляю туда 40 грамм молотого миндаля неочищенного. Можно весь миндаль брать очищенный, я в процессе видео сейчас поясню это. Также добавляю туда 80 грамм кукурузного крахмала и 2 чайные ложки разрыхлителя без горки. Это примерно 4 грамма будет, не больше, пожалуйста. Все это перемешала, отставляю пока что в сторону. Сейчас в процессе видео буду пояснять по орехам, по всему. Здесь у меня 8 белков комнатной температуры. Добавляю к белкам 8 грамм ванильного сахара, обязательно щепотку соли. И от общего количества сахара 200 грамм я к белкам добавляю примерно половину. И взбиваю вот так вот минуты 3-4, у меня миксер 300 ватт, вот до такой меренги. То есть пики должны быть подрагивающие, не нужно взбивать эту меренгу в губку. То есть меренговая масса должна хорошо держать форму. Пик у нее тоже держится, слегка подрагивающий, но она не должна быть такой экстремально плотной. Здесь, в этом случае, этого не нужно. Здесь у меня 120 грамм размягченного сливочного масла. Оно не должно быть у вас жидким, то есть оно должно хорошо держать еще форму, но не быть таким холодным. Добавляю весь оставшийся сахар, то есть от 200 грамм, примерно половину. И взбиваю сейчас, примерно минуты 2. Добавляю туда сейчас все желтки. Добавляю прям один за одним, но потом взбивать еще буду минуты 4. Желтки с маслом. Вот для этого бисквита это очень важно, потому что чем лучше будет взбита до однородности вот эта масса, чтобы разошелся сахар, тем более качественными будут потом коржи. Вот эта текстура у коржей будет просто тогда идеальная. Все это, естественно, можно взбивать и в планетарном миксере. Показываю здесь ручным миксером, чтобы у всех сразу все получилось. Так, как вы видите, уже вот здесь вот у меня пару минут я повзбивала. Уже хорошо объединяется масса. Обязательно все собираем со стеночек миски. Сейчас взбиваю еще примерно минутку и добавляю туда сейчас 80 грамм, говорю в граммах, яичного ликера. Яичный ликер я готовила в предыдущем видео, то есть есть отдельное подробное видео на моем канале, как его приготовить. Вы можете покупной яичный ликер использовать. Если у вас нет яичного ликера и вы никак не захотите его приготовить, хотя здесь, конечно, идеальный результат будет именно с яичным ликером в этом бисквите, вы можете взять 20 грамм, говорю в граммах, водки или коньяка, не очень ароматного, и 60 миллилитров сливок для взбивания, жирных сливок. И добавить вот на этом этапе, как я добавила сейчас яичный ликер, добавить туда вот эту смесь коньяка и сливок. Но будет эффект все равно не тот. Вот сейчас смотрите, до какой пышности я уже взбила эту массу. С яичным ликером изумительный просто будет результат. Поэтому настоятельно советую приготовить хотя бы очень маленькую порцию, чтобы испечь вот этот вот корж. Это готовится, если в маленькой пропорции, оно готовится быстро. Ссылочка на видео по приготовлению яичного ликера сейчас появится у вас на экране в левом верхнем углу. И также в инфобоксе под видео я вам оставлю ссылочку на видео по приготовлению яичного ликера. И все можно приготовить. Добавляю сейчас всю сухую смесь и перемешиваю также миксером. Здесь не имеет смысла перемешивать это все лопаткой, потому что масса плотная, масса тяжелая будет, так и должно быть. То есть не нужно ждать легкости от этой массы вот на данном этапе. Итак, венчики нам больше не понадобятся. Я сейчас
вмешиваю вот в эту достаточно вязкую, плотную массу все белки. На первом этапе, когда мы первую порцию белка вводим, перемешиваем очень основательно. Вот вмешиваем, чтобы вот эта ореховая масса, тяжелая достаточно, на данном этапе расшевелилась именно благодаря первой порции белка, чтобы потом последующий белок уже нам не осадить. Вот это очень важно. То есть промешайте ее хорошо на первом этапе, а потом уже вмешивайте так очень бережно. Миндаль у меня здесь очень такого грубого помола. Это ни в коем случае не миндальная мука. Это не подойдет ни в коем случае, допустим, для производства пирожных макарон. И я добавляю здесь небольшую часть неочищенного миндаля, грубого помола, именно для консистенции самого бисквита. Знаю уже из опыта, что так будет лучше. Тем более мы здесь будем добавлять шоколадную крошку. Сейчас я добавляю туда 100 грамм шоколадной крошки. В ней 32% какао-порошка. Шоколадная крошка у меня, естественно, покупная. Если у вас нет шоколадной крошки, но вы хотите ее использовать, я советую лучше взять уже капли шоколадные для запекания. Я не советую натирать туда шоколад, потому что это будет смотреться очень хаотично. Пропорции, если выпекать без шоколадной крошки, я вам сейчас расскажу в процессе видео. Здесь у меня 2 кондитерских кольца. Я их застелила фольгой. Выставила я диаметр 20 сантиметров у каждой формы. Выпекать я буду сейчас с конвекцией эти коржи при температуре 165 градусов Цельсия. На режиме с конвекцией на среднем уровне в заранее разогретой духовке, в моей духовке 40 минут. Если у вас нет конвекции в духовке, вы можете выпекать при температуре 180 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 45 минут. Это все очень-очень индивидуально. Во время выпечки духовку не открываем. Спустя 40 минут, не раньше, проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить из бисквита сухая и чистая. Коржи испеклись, даем полностью остыть до комнатной температуры. И в это время я приготовлю начинку. Для начинки мне здесь понадобится яичный ликер. Его я приготовила в предыдущем видео. Он готовится элементарно просто, в домашних условиях, из самых простых и доступных продуктов. Вы можете также брать покупной яичный ликер. Здесь он у меня простоял уже ночь в холодильнике. И вот такой он прекрасный просто по консистенции. Итак, 600 грамм яичного ликера, 30 грамм кукурузного крахмала, 20 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара. Все перемешиваю. Добавляю к сухой смеси 50 мл молока. Все перемешиваю, чтобы не было комочков. И вот эту крахмальную смесь я сейчас вливаю в яичный ликер. И пойду сейчас на плиту заваривать это все до загустения. Ссылочку на видео по приготовлению в домашних условиях яичного ликера я, конечно же, оставлю вам под этим видео. Он готовится очень-очень просто, из самых простых продуктов. Сейчас в ковшике с толстым дном при непрерывном помешивании на умеренном огне я довожу всю эту массу до кипения. И как только у меня смесь закипит, я ее провариваю 20-30 секунд максимум и снимаю ее с огня. Не будет никаких ни комочков. Консистенция у массы просто идеальная. Сейчас я добавляю туда 100 грамм размягченного сливочного масла. Сразу все перемешиваю. Масло очень округлит этот вкус. Он будет просто идеальный, как у начинки дорогих конфет с яичным ликером. Масло нужно полностью вмешать в массу, чтобы не осталось никаких следов масла. Вот такая идеальная консистенция будет у массы. Переливаю сейчас все это в емкость, где у меня масса будет остывать до комнатной температуры, не до холодного состояния. И сейчас остывший бисквит нарезаю уже на коржи. Итак, я дала сейчас моим коржам полностью остыть в формах, потом убрала их на пару часов в холодильник. И вот теперь после холодильника видно, что формы холодные. Я их извлекаю из формы, нарезаю по обыкновению струной. Вы также можете нарезать эти коржи и ножом. Вот это спустя буквально пару часов проведения в холодильнике. Остыть ему нужно обязательно в холодильнике дать, чтобы стабилизировались коржи и чтобы у вас был очень красивый разрез. Вот так вот берем пластиковую доску, которая гибкая, и при помощи этой доски переносим их в стопочку, эти коржи.
ставим их в стопочку. Итак, начинка у меня с яичным ликером остыла уже до комнатной температуры. В ней могут такие прослеживаться прожилки сливочного масла, это ничего страшного. Часто после остывания с начинкой с яичным ликером бывает такое состояние у массы, это именно из-за алкоголя и масла. Ее просто нужно всегда перемешать очень активно венчиком, и она у вас потом в торте, в других изделиях, в пончиках будет просто идеальнейшая. Никакого расслоения, ничего в ней не будет, поэтому всегда перемешиваем. И вот такая у нее идеальнейшая просто консистенция. Начинка эта должна быть подвижной. Я взвесила ее на весах и раскладываю в равных пропорциях в 4 кондитерских мешка. Я сейчас далее скажу, для чего это. То есть 3 у меня будет для прослойки торта, и 4-й кондитерский мешок с начинкой у меня будет для украшения этого торта. В процессе я сейчас поясню все это. И теперь я уже сразу готовлю крем для начинки. Крем, как правило, в торт яичный ликер, в торт Адвокат идет сливочный. Поэтому здесь я беру 500 мл очень хорошо охлажденных сливок, жирностью не менее 32%. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара, 16 грамм загустителя для сливок, 80 грамм сахарной пудры, 250 грамм охлажденного сыра маскарпоне и 265 грамм охлажденного сыра Филадельфия. Сыра Филадельфия здесь можно брать и 250 грамм, это не столь критично. У меня просто вот здесь упаковка, и я ее добавляю. В этом торте вообще не нужен соленый творожно-сливочный сыр, то есть не должно быть привкуса крем-чиза у этого крема. Крем должен быть реально сливочным. Поэтому если у вас нету сыра Филадельфия, возьмите просто 500 грамм сыра маскарпоне. Просто для того, чтобы начинка у вас была очень сливочной и очень хорошо держала форму. Итак, крем я уже взбила до устойчивых пиков и начинаю сразу сборку торта. Коржи я буду пропитывать слегка молоком, не очень обильно, то есть на все 4 коржа у меня уйдет примерно 150 мл молока на пропитку. Крем я разложила в 3 кондитерских мешка примерно по 250 грамм. Я еще буду немножко там добавлять крема, то есть ориентируйтесь вот на эту массу крема. Примерно 250 грамм на каждую прослойку у нас уйдет. Тонким слоем наношу на нижний корж крема, потом делаю вот такие вот борозды, чтобы уже идеально распределилась у нас между этими бороздами начинка яичного ликера. Вообще в Германии очень часто этот торт делается просто с одним коржом, сверху делается сливочный слой и сверху заливается слой яичного ликера. Это вот такой именно для того, чтобы попить кофе. Торт яичный ликер очень часто в Германии пекут именно на Пасху, то есть как десерт на Пасху. Печется вот торт яичный ликер. Это торт, конечно, для взрослых, но торт необыкновенно вкусный, не похожий на другие торты. И вот сейчас я по окантовке торта делаю обязательно, как бы надставляю еще один слой крема. Это для того, чтобы вся эта начинка у нас не вытекала. Вот это сделать нужно обязательно здесь. Сейчас смотрите, я следующий корж снизу смазала слегка кремом. И вот так при помощи подложки, такой пластиковой доски, я переворачиваю уже этот корж с кремом на предыдущую начинку. И так я буду делать с каждым коржом. Этот торт я сделала не случайно высоким, потому что этот торт я намеренно показываю для тортоделов, чтобы девочки-тортоделы, кто заинтересуется этой начинкой, видели, что эту начинку можно делать и в таких высоких достаточно тортах. Торт у меня будет 12 сантиметров в высоту и 20 сантиметров в диаметре. Украшать его можно, естественно, любыми кремами. Если вы захотите такой торт просто испечь для чаепития, вы можете взять здесь форму 26 сантиметров в диаметре и всю эту бисквитную массу испечь просто в одной форме на 26 сантиметров в диаметре. Вы этот бисквит разрежете миндальный тогда на 3 коржа. Коржи эти будут чуть пониже, чем здесь. И тогда 2 прослойки начинки вы сможете поместить между этими 3 коржами. Это, если вы захотите, невысокий тортик, 24-26 сантиметров в диаметре. И все у вас получится. Здесь же я показываю, чтобы девочки-тортоделы тоже могли повторить такой торт, кому это будет нужно. Итак, пропитываю обязательно каждый корж, но слегка. Коржи здесь очень-очень нежные. То есть коржи не содержат в себе клейковины. Они достаточно хрупкие, но прекрасно, как вы видите, я даже и кремом их смазываю с внутренней стороны и перекладываю потом в таком виде на последующие коржи. То есть коржи идеально держат свою форму. Но просто с ними нужно обращаться немного бережнее, чем с обычными коржами. Я бы так сказала. Но коржи бомбически просто вкусные. Подробнейшее видео по приготовлению самого бисквита есть на моем канале. Я вам ссылочку оставлю также в описании к данному видео. Кому будет интересно,
посмотреть со всеми нюансами. Сейчас я ставлю в кондитерское кольцо этот торт и убираю его на ночь. То есть ему нужно стабилизироваться, чтобы вкусы все объединились, потому что вкус алкоголя здесь присутствует, и он должен здесь округлиться, как и во всех тортах, содержащих алкоголь. Остаточек крема, который у меня остался от коржей, я выкладываю также в мисочку, накрываю пищевой пленкой и убираю этот крем также на ночь в холодильник. И также 4-й кондитерский мешок с начинкой яичного ликера я также убираю в холодильник. Потом я ее прогрею, перемешаю и уже буду ей украшать торт. Итак, у меня прошла ночь. Торт хорошо стабилизировался. Я сейчас разравниваю вот этот крем весь по боковинкам. Оставшимся кремом я сейчас покрываю уже весь торт. И здесь насадка у меня 4B. Любую насадку можно брать, можно вообще ничем не украшать. Остатками крема я отсаживаю вот такие вот капельки. Здесь очень важный момент. Если вы не захотите украшать этот торт сверху вот таким украшением, как я это делаю, тогда вам начинку нужно готовить из расчета порции на 450 грамм яичного ликера. То есть не на 600 грамм, а на 450. Я это напишу вам в описании. Это важно, чтобы вам не расходовать лишний яичный ликер. И, конечно, чтобы транспортировать такой торт, нужно покрывать его более стабильным кремом. Либо здесь нужно использовать шоколадный ганаш, либо любой масляный крем, то есть чтобы торт у вас идеально просто держал форму. По обыкновению в Германии этот торт всегда украшается яичным ликером, поэтому и я здесь его тоже украшаю им. 4-ю часть начинки с яичным ликером, которую я тоже убирала в холодильник, я достала, перелила ее в мисочку, прогрела импульсами 20 секунд в микроволновке, очень хорошо перемешала, поместила ее в новый кондитерский мешок и украсила этой начинкой торт. Вот такая прекраснейшая у нее консистенция, вы видели это на видео. Торт идеально нарезается большим ножом. Торт этот необыкновенно вкусный, нежный, не похожий на другие торты, просто роскошный. Вы видите, как он надламывается вилкой, насколько он нежный, насколько он мягкий, он просто удивительно мягкий, я бы сказала, и при этом он очень хорошо будет держать форму. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.